Привет, друзья! Сегодня в Германии решение немецкого правительства Фридриха Мерца о переводе части украинских беженцев из системы гражданского пособия Бюргергельд в рамки закона о пособиях для лиц, ищущих убежище, уже вызывает серьезные опасения у сотен тысяч семей. Государство запускает курс на экономию расходов, и для многих это может означать сокращение денег на базовые нужды, от продуктов до одежды. Социальная политика Германии постепенно разворачивается в сторону более жестких правил, и прежние условия могут существенно измениться. Сегодня мы досконально разберем возможные финансовые потери, детально просчитаем новые суммы выплат и выясним, у кого из вас все-таки остается легальный шанс сохранить прежнюю помощь. Также вы получите конкретные инструкции, наглядные примеры расчетов, которые помогут сориентироваться в новой реальности и понять, как же действовать, если вы уже находитесь в стране или только планируете оформлять документы. Давайте разберем главную причину и механизм этой реформы. Чиновники официально сегодня запускают смену правового режима. Украинцев массово снимают с учета в центрах занятости и передают на баланс ведомства по делам иностранцев, которые работают с просителями убежища. Главная цель Берлина – это разгрузить федеральный бюджет и усилить мотивацию к трудоустройству для получателей помощи. Если же говорить на языке конкретных цифр, то изменения выглядят довольно-таки весомо. Одинокий человек вместо привычных 563 евро теперь будет получать на руки всего лишь 455 евро. То есть, по сути, выплаты сокращаются примерно на 1/5 часть. На адаптацию власти дают совсем немного времени. Закон предусматривает, напомню, специальный переходной период. Прежний объем помощи вам сохранят, но этот льготный режим, скажем так, полностью прекратит свое действие максимум через 3 месяца с момента официального вступления новых правил в силу. Поэтому разбираться в юридических тонкостях важно как можно раньше. Давайте прямо сейчас начнем, почему это происходит и кто вообще инициировал эти изменения. Перевод сотен тысяч людей в совершенно другую правовую рамку – это политическое решение, за которым стоит стремление Берлина именно сократить расходы федерального бюджета. Правительство Мерца пытается выровнять статусы и привести уровень выплат для украинцев к общей системе закона о пособиях для лиц, ищущих убежище. Такие шаги не предпринимаются за один день. На самом деле решение Мерца прошло через обсуждение в Бундестаге. На власти Германии сейчас давит дефицит бюджета, перегруженная инфраструктура на местах и растущее общественное недовольство миграционной политикой. Местные же коммуны и города в Германии сталкиваются с серьезной нехваткой денег, поэтому центр пытается сократить часть финансовых обязательств для тех, кто приехал из Украины. Это означает одно – прежние условия меняются, а вместе с ними вступает в силу новый набор требований и ограничений. Кому же стоит особенно внимательно следить за изменением уже сейчас? Под первую волну реформы попадают именно те, кто до сих пор получает гражданское пособие Бюргергельд исключительно по временным основаниям, то есть по 24 параграфу и не успел перейти на другой статус, например, не устроился на официальную работу и не перешел на самообеспечение. Перевод коснется как одиночек, так и семей, но механика начисления и финансовые суммы выплат для каждого будут отличаться, ведь семейные коэффициенты в Германии рассчитываются по отдельным формулам. Если же вы находитесь в Германии под временной защитой, вам важно также совершить одно действие. Найдите и внимательно изучите последнее официальное уведомление о назначении выплат от вашего центра занятости, джоб-центра или местной социальной службы. Именно там чиновники обязаны официально указывать, меняется ли конкретно ваш правовой режим и с какого числа вы переходите на новые правила выплат для просителей убежища. Пропустить такую дату крайне нежелательно, потому что изменения в начислениях могут стать для вас неожиданностью. Чтобы окончательно понимать, в какую финансовую ситуацию государство переводит людей, нужно сегодня четко осознать принципиальную разницу между двумя системами.
Закон о пособиях для лиц, ищущих убежища, изначально создавался как более такой ограниченная система поддержки. Его логика заключается в том, чтобы базовое обеспечение было минимальным и строго регламентированным. В рамках этой системы часть помощи может предоставляться как в виде денежных выплат, так и через натуральные формы, например, жилье в общежитиях, продуктовую поддержку или специальные платежные карты для расчетов. Гражданское же пособие Bürgergeld – это более широкая система социальной поддержки. Она включает как базовые выплаты, так и программы интеграции, то есть языковые курсы, повышение квалификации, профессиональное переобучение и сопровождение со стороны кураторов, которые помогают с поиском работы. Получатель именно такого пособия в Германии рассматривается как участник системы трудовой интеграции, даже если временно не работает. И вот здесь появляется то ключевое отличие новой реформы Мерца. При переходе в другую правовую категорию меняется как размер выплат, так и сама структура вашей поддержки. В рамках более ограниченного режима у ведомств появляется больше возможностей регулировать форму предоставления помощи, включая использование социальных карт вместо свободного распоряжения средствами. В ряде случаев оплата жилья может осуществляться напрямую арендодателю без прохождения через личный счет получателя. Кроме того, в таком режиме обычно сокращается доступ к ряду программ долгосрочной поддержки, включая дорогие курсы и расширенные меры переквалификации. Поэтому для многих семей это означает более такой узкий набор возможностей адаптации и интеграции, а также необходимость быстрее ориентироваться на рынке труда и самостоятельно выстраивать дальнейший путь в Германии. Тот самый трехмесячный переходной период, о котором объявили власти, это на самом деле не повод полностью расслабляться. То есть в жизни чиновники создают временный такой буфер безопасности, и именно эти 90 дней становятся важным временем для адаптации. Государство дает ограниченную передышку, чтобы люди могли переоформить документы, скорректировать свой семейный бюджет под новые условия выплат и при наличии оснований использовать юридические механизмы для проверки решений. Однако, друзья, если просто-напросто ничего абсолютно не предпринимать, изменения вступят в силу автоматически по окончанию срока. Действовать важно здесь последовательно с первых дней. Первое правило – внимательный контроль почтовой корреспонденции. Любое официальное письмо от ведомства имеет юридическое значение. Часто в уведомлениях указывают строгие сроки для подачи возражений. Если же вам пропустить стандартный срок подачи апелляции, дело может быть закрыто в административном порядке и возможности пересмотра существенно сокращаются. Второй шаг – сбор актуального пакета документов о вашей финансовой ситуации. Здесь речь идет о банковских выписках, договоре аренды и счетах за коммунальные услуги, включая отопление и электричество. Эти все документы могут потребоваться при передаче дела из центра занятости джоб-центра в социальное ведомство. Чем полнее и аккуратнее подготовлены вами бумаги, тем проще проходить проверку и уточнение размера выплат на жилье. И, наконец, не стоит разбираться с такими вопросами в одиночку. В переходной период полезно обратиться к специалисту по социальному праву или миграционным вопросам. Опытный юрист может проверить уведомление о смене статуса и оценить, есть ли основания для пересмотра этого решения. В немецком праве, наверное, вы знаете, действительно существуют различные исключения. Например, при наличии тяжелобольных членов семьи, инвалидности или особых обстоятельств ухода возможна индивидуальная правовая защита и даже пересмотр условий перевода. И давайте перейдем к конкретным цифрам и разберем наглядные примеры, чтобы вы четко понимали масштаб изменений для личного вашего бюджета. Я уже как-то упоминал базовые цифры, но давайте посмотрим на них внимательнее. Одинокий человек теряет со своего счета около 108 евро каждый месяц. На первый взгляд это может показаться не критическим, но для тех, кто и так считает, скажем так, каждый цент, это довольно-таки немалое сокращение бюджета, почти на 20%. Если перевести эти цифры на дистанцию, например, года, картина становится более наглядной.
108 евро ежемесячно превращаются в 1296 евро в год. В условиях современной Германии, где цены на продукты, вы знаете, и коммунальные услуги продолжают расти, именно такая сумма сопоставима, например, с расходами на базовые нужды за 1,5 месяца или с внезапными дополнительными счетами от страховых компаний. В результате сегодня людям приходится внимательнее планировать расходы на лекарства, одежду и крупные покупки. С семьями с детьми ситуация сложнее и зависит от конкретного состава семьи. В немецкой социальной системе расчет выплат строится по нескольким уровням, где для каждой категории предусмотрены свои коэффициенты. Семейный бюджет корректируется по отдельным компонентам. Логика системы простая. Если базовая ставка на основного получателя снижается примерно на 20%, то и связанные с ним стандартные пособия для остальных членов семьи и детей также могут быть пересчитаны. Итоговый эффект для семейного бюджета зависит и от возраста детей и объема ранее получаемой поддержки. В рамках более ограниченной системы для просителей убежища пересматриваются дополнительные выплаты именно на школьные принадлежности, путевки для детей и особые потребности, например, для беременных женщин или людей с хроническими заболеваниями. Семья из 3-4 человек может столкнуться со снижением общего объема выплат, что требует пересмотра привычного уровня, соответственно, расходов в Германии. Давайте перейдем к конкретному расчету и все-таки посмотрим, как может измениться бюджет семьи при таком изменении правил. Один из простых способов оценить ситуацию – взять текущую сумму чистых ваших выплат, которую вы видите в своем банковском приложении от Джоб-центра, и умножить ее на коэффициент 0,808. Полученная цифра может служить ориентиром при переходе на более ограниченную систему выплат для просителей убежища. Если семья сейчас получает около 1500 евро в месяц, то после такого пересмотра сумма может составить примерно 1212 евро, то есть разница около 288 евро ежемесячно, а в годовом выражении это около 3456 евро. Для понимания масштаба это сопоставимо с расходами на коммунальные услуги и отопление за несколько месяцев в Германии. Речь идет о расчетной модели, которая помогает оценить возможные изменения и заранее адаптировать свой семейный бюджет. Что же вам делать в такой ситуации и как же подойти к этому максимально спокойно? Главное правило – это не игнорировать официальное уведомление и заранее все-таки проверять всю поступающую информацию. Само по себе ничего не меняется без уведомлений, поэтому важно отслеживать письма как от Центра занятости, так и от Ведомства по делам иностранцев. Следующий шаг – это подготовка документов. Речь идет о базовом наборе, то есть удостоверение личности, банковские выписки, как я сказал, за последние 3 месяца, договор аренды жилья и подтверждение основных ваших расходов. Это помогает быстрее ориентироваться при любых изменениях статуса и выплат. Далее. При необходимости консультации со специалистом по социальному праву, юрист может проверить корректность оформления документов и при наличии оснований подать возражение в установленные сроки. В ряде случаев это позволяет уточнить или пересмотреть административное решение. И, наконец, поиск дополнительных источников дохода. Если же позволяет ситуация, даже небольшая, скажем так, подработка, мини-джоб, может помочь частично компенсировать то снижение выплат и стабилизировать ваш бюджет семьи. Когда вы сталкиваетесь с немецкой бюрократией один на один, попытка решать такие вопросы без поддержки может быть на самом деле сложной. В Германии, вы знаете, законодательство достаточно тоже сложное, поэтому во многих случаях требуется профессиональная помощь. Юриста или консультанта стоит выбирать внимательно, лучше обращаться именно к специалистам, которые регулярно работают именно с миграционными вопросами и социальным правом. Опытный адвокат может проверить, были ли соблюдены все процедуры, помочь вам составить официальную жалобу,
собрать необходимое обоснование и подать документы в корректной форме, чтобы снизить тот самый риск отказа по формальным причинам. Чтобы не терять время в переходной период, многие также используют специализированные платформы для поиска русскоязычных специалистов в Германии и ориентируются на отзывы клиентов. Через такие сервисы можно быстро найти специалистов в своем регионе, связаться с ним напрямую и сократить, соответственно, время на поиск. Теперь главный вопрос. А можно ли оспорить перевод в более ограниченную систему и сохранить прежний уровень выплат? По словам юриста, в отдельных случаях такая возможность действительно, друзья, существует, но всегда рассматривается индивидуально. Закон нельзя на самом деле отменить для всех сразу, однако конкретные решения могут быть пересмотрены, если допущены процессуальные ошибки. Например, если в уведомлении указаны неверные данные, неправильно зафиксирован статус или не учтены важные обстоятельства дела. Сама процедура выглядит следующим образом. Она начинается именно с подачи официального возражения в то ведомство, которое вам направило уведомление. На это обычно отводится 1 месяц. Если же последует отказ, следующим шагом может быть обращение в суд по социальным делам. Такие процессы в Германии могут занимать от нескольких месяцев даже до года. В этот период адвокат при необходимости может подать ходатайство о приостановке исполнения решения, что позволяет вам сохранить, соответственно, действующие выплаты до завершения разбирательства. И давайте все-таки трезво оценим ваш реальный шанс на успех в суде. Здесь все также зависит от конкретных деталей дела. Как именно были оформлены документы? Был ли учтен полный пакет медицинской информации и корректно ли применялись соответствующие параграфы закона? Сегодня в Германии уже встречаются такие случаи, когда суды вставали на сторону заявителей и возвращали им право на получение гражданского пособия Bürgergeld. Это происходило тогда, когда адвокат доказывал, что перевод был оформлен с нарушениями или ведомство не ушло в важные обстоятельства, например, ограничения по здоровью. Но все-таки давайте без иллюзий, гарантировать исход дела не может ни один адвокат. Административные органы могут отстаивать свою позицию, поэтому наиболее рациональная стратегия – действовать по 2 направлениям одновременно. Пока юрист сопровождает судебный процесс, важно параллельно адаптировать семейный ваш бюджет к возможному снижению дохода. Это снижает тот риск финансового разрыва даже в случае отрицательного решения суда. Наиболее важная зона изменений – это жилье и коммунальные расходы. В группе повышенного внимания находятся именно те, кто арендует жилье самостоятельно. Когда базовая выплата сокращается у вас на 108 евро в месяц, возрастает риск задолженности по аренде и получения официального уведомления от арендодателя. В рамках более ограниченного режима поддержки для просителей убежища социальные службы строже контролируют допустимые расходы на жилье. В ряде случаев оплата аренды может осуществляться и напрямую арендодателю. С одной стороны, это снижает риск выселения, с другой уменьшает вашу гибкость в распоряжении средствами, а также может привести к необходимости пересмотра жилищных условий в сторону более доступных вариантов. Второй важный блок – медицинская помощь. Если при гражданском пособии доступ к системе здравоохранения остается более широким, то в режиме именно поддержки для просителей убежища он может быть ограничен базовым уровнем. В ряде регионов Германии перед визитом к врачу может требоваться направление от социального ведомства, либо использование специальной медицинской карты с ограниченным покрытием. Бюрократическая нагрузка при этом возрастает, а перечень доступных услуг может быть уже и зависеть от конкретной ситуации. Если же в семье есть люди с хроническими заболеваниями или регулярной потребностью в лекарствах, важно заранее вам уточнить порядок покрытия расходов и доступ к рецептам в переходной период, чтобы избежать тех перебоев в лечении. Когда государственное пособие в Германии сокращается, приходится действительно включать режим экономии. Но если смотреть на ситуацию трезво, любой подобный период можно использовать как возможность пересобрать личный бюджет и найти скрытые резервы.
Есть конкретные рабочие в Германии шаги, которые помогают стабилизировать ваши расходы и пройти переходной этап более спокойно. Давайте начнем с самого базового, но эффективного. Это расходов на продукты. Супермаркеты в Германии сегодня сильно ощущают инфляцию, но при планировании покупок заранее и составлении списка на неделю можно снизить ваши ежедневные траты. Вместо дорогих брендов многие переходят на собственные марки дискаунтеров вроде Aldi или Lidl. В случае необходимости часть людей также использует местные продовольственные банки Тафель, где помощь, напомню, предоставляется по установленным правилам и с символической оплатой или вообще бесплатно, в зависимости от региона и условий. Второй резерв – это ежемесячные контракты. Во многих семьях в Германии действительно есть переплата, например, за мобильную связь и интернет из-за старых тарифов. В таких случаях имеет смысл, друзья, регулярно пересматривать договоры, использовать сервисы сравнения, чтобы оценить альтернативные предложения. Переход на более подходящий тариф или предоплаченную сим-карту в ряде случаев позволяет снизить ежемесячные расходы уже в ближайший расчетный период. Но ключевой элемент финансовой устойчивости – это дополнительный доход. Речь идет о подработках, частичная занятость, сезонные варианты или мини-джоб, где с 2026 года действует повышенный лимит дохода, напомню, без потери льгот. В жизни часто встречаются и ситуации, когда семьи после изменения выплат находят один или даже два дополнительных источника дохода, например, доставка, работа в магазинах или уборка, и постепенно компенсирует ту часть финансовой нагрузки. Это все-таки требует усилий и времени, но позволяет снизить зависимость от государственных выплат и повысить вашу финансовую гибкость. Давайте еще посмотрим на ситуацию более спокойно и без лишних эмоций. Перевод на более ограниченные выплаты – это как вопрос цифр в бюджете семьи, так и серьезная психологическая, друзья, нагрузка. Неопределенность, переживания за будущее детей и страх возможных долгов могут создавать сильное напряжение и влиять на способность принимать взвешенные вами решения. В подобных ситуациях важно не замыкаться, друзья, не замыкаться и не оставаться с проблемой один на один. Запомните, вы не один. И в Германии действительно существует широкая система поддержки, о которой многие новоприбывшие не сразу узнают. Стоит обращать внимание на местные благотворительные организации, церкви и крупные социальные структуры, такие, например, как Caritas. Эти организации не ограничиваются гуманитарной помощью, у них есть, кстати, профессиональные социальные консультанты, которые помогают разбирать письма от ведомств, составляют запрос и при необходимости могут даже предложить психологическую поддержку. Теперь, чтобы снизить риск ошибок в документах, давайте разберем базовый финальный, скажем так, чек-лист. Перед обращением в новые инстанции важно заранее подготовить полный пакет документов. Пункт 1. Проверьте, получено ли официальное уведомление о смене правового режима. Без такого, да, друзья, документа новое ведомство может не начать обработку дела. Пункт 2. Подготовьте выписки со всех банковских счетов, как я сказал, за последние 3, а лучше 6 месяцев. В таких проверках обычно уделяется внимание переводам, крупным поступлениям и общим движениям средств. Пункт 3. Сделайте копии договора аренды жилья и последних коммунальных счетов. Пункт 4. Систематизируйте подтверждение дополнительных расходов, например, на лекарства, лечение или школьные нужды детей при наличии таких затрат. Пункт 5. При возможности заранее проконсультируйтесь с адвокатом по социальному праву и попросите оформить его оценку вашей ситуации в письменной форме. В ряде случаев такая документация может помочь при дальнейшем взаимодействии с ведомствами, включая вопросы по Bürgergeld. И, друзья, чтобы вас сегодня не задерживать, давайте коротко еще разберем скрытые риски, которые могут привести к потере части выплат. Главный и, пожалуй, самый важный момент – это просрочки со стороны получателей. Если затянуть с ответом вовремя, не предоставить запрошенные справки или опоздать с подачей апелляции даже на один день,
Система может закрыть возможность дальнейшего рассмотрения. В Германии бюрократические сроки обычно соблюдаются очень строго, и это напрямую влияет на результат. Еще один риск – это недостоверная информация из социальных сетей и советы, скажем так, диванных экспертов. Ориентироваться на слухи в таких вопросах небезопасно, поскольку правила действительно могут меняться. Кроме того, важно учитывать особенности немецкого федерализма. Исполнение закона находится в ведении федеральных земель, а это означает в свою очередь, что единой ситуации может не быть. В одних регионах, например, в Баварии или в том же Баден-Вюртемберге, контроль может быть более строгим, в других, таких как Берлин или Бремен, административные подходы могут отличаться и зависеть уже от местных правил. Именно такая разница требует проверки конкретных условий именно в вашем регионе, а не опоры на опыт из других земель. Также давайте подытожим, куда обращаться в случае необходимости. В первую очередь в свой, конечно же, центр занятости, джоб-центр, чтобы уточнить статус выплат Бюргергельд. Далее, муниципальное ведомство социального обеспечения, которое отвечает за назначение и расчет соответствующих пособий. Параллельно также можно обращаться за поддержкой к независимым консультантам при ограниченном в вашем бюджете. Бесплатные юридические консультации для малообеспеченных оформляются через местный суд. Также помощь могут оказывать благотворительные организации, как я и сказал, и церковные общины, которые в ряде случаев помогают с коммуникацией с ведомствами и решением бытовых вопросов. Также важно использовать официальные источники, заранее готовить документы и не оставлять ситуацию без внимания. На этом пока все. Спасибо за просмотр.